Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сезон кабачков, и кабачков много не бывает. Сегодня тот случай, когда они вкуснее мяса, уж поверьте. Вкусный ужин за несколько минут. Кастрюльку или сотейник на огонь. Граммов 20-30 сливочного масла, пусть хорошо нагреется. На гарнир у меня будет рис. Стакан риса, круглый, не пропаренный. В миску и хорошо мою. Когда масло растаяло, выпариваю жидкость и немножко его как бы поджариваю. Оно изменится в цвете, таким ореховым станет. Это придаст очень приятную нотку рису. Главное, друзья, не переборщить, совсем чуть-чуть. Вот. Как только вкусно запахло, добавляю рис. Орехом запахло. Перемешиваю. Видно, да? Такой желтенький цвет у масла получился. Ну да, сразу. Да, это как раз то, что нужно. Соль по вкусу. У меня маленькая чайная ложечка. И сразу вливаю горячую воду. Так, чтобы хорошо покрыла рис. Никогда, друзья, ничего не отмеряю. Все, по красоте. Перемешиваю, хорошо прохожусь по дну лопаткой, потому что рис, бывает, пристает. Все. Плотно накрываю крышкой, пусть здесь себе упаривается. Также, друзья, по желанию можно добавить шафран. У меня здесь примерно пол чайной ложечки. Я его заливаю горячей водой. Это мне так в комментариях подсказали. А вот так, столовая ложка. Перемешиваю и оставляю, пока рис не приготовится. Пусть настаивается. Потом покажу, что сделаю дальше. А сейчас, друзья, основное блюдо из кабачков. Уж поверьте, будет очень вкусно. Сковородку на огонь. Оп! Немного растительного масла. Совсем чуть-чуть, лишь бы только она смазалась. Беру один кабачок, молоденький, красивенький, и нарезаю на кружочки. Если кабачок толстенький, можно разрезать пополам. Вот так. Когда сковорода хорошо нагрелась, выкладываю кабачки. Я их не солила, ничего, пусть жарятся. А я этим временем беру одну луковицу и нарезаю на мелкий кубик. А рядышком натру морковь на крупной терке. Когда кабачки поджарились на одной стороне, переворачиваю. Какие красавцы! Как далматинцы пятых. Еще пару минут до готовности доводить не нужно. Через пару минут кабачки достаю на тарелку. Угу. Благодарю. А сюда выкладываю остальные. Масла больше не добавляю. Мне нужно, чтобы они просто подрумянились. Я думаю, друзья, уже и рис приготовился. Здесь его совершенно немножко. Проверяю. О, водички нету. Беру шафран. Поливаю. Выключаю нагрев и даю постоять еще, пока блюдо основное не приготовлю. Ой, и эти можно уже перевернуть. Ставьте лайки, друзья, за такую простую и вкусную идею. Поверьте, это реально вкуснее, чем мясо. И эти кабачки уже подрумянились. На тарелочку их. Пусть пока отдыхает, а я в эту же сковороду немного растительного масла, 1 столовую ложку примерно. Сюда же выкладываю лук, морковь. В одном из видео я делилась с вами рецептом чесночной соли. Добавлю капелюшечку. Можно, конечно же, заменить на зубок чесночка. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. Когда овощи уменьшились в объеме, стали мягкими, даже немножко стали поджариваться, уже можно взять помидоры и нарезать. У меня вот такие вот небольшие. Разрежу на 4 части. Конечно же, по желанию можно убрать кожицу. Она нам не мешает, помидоры у нас домашние, так что можем смело употреблять. И еще один. Помидоры добавляю к овощам. Перемешиваю. И прогреваю 2-3 минутки, чтобы они немножко пустили сок. Когда помидоры прогрелись, добавляю кабачки сюда. Снова перемешиваю. А сейчас специи. У меня это будет сладкая паприка, примерно пол чайной ложечки. Конечно же, черный молотый перец.
И немного соли, потому что у меня там была чесночная соль. Перемешиваем. И еще прогрею пару минут. И в самом конце, друзья, добавляем пару ложек любого сливочного сыра. Сюда. Чтобы он лучше растаял, добавляю немножко воды. Миллилитров 100. И перемешиваю. 5 минут нужно протушить, чтобы все хорошо объединилось. Поэтому делаю нагрев чуть больше и жду. 5 минуточек будет достаточно. А этим временем могу и рис перемешать. Опа! Какой рис получился. Разноцветный, да? Прекрасно. Овощи хорошо прокипели, можно выключать нагрев. И, конечно же, дадим немножко постоять, чтобы все процессы приготовления остановились. И можно ужинать. Оп! Рис. Я хочу вот так вот сделать гнездышко уютное. И в серединку эту вкусноту. Побольше. Это же овощи. Вместе с соусом. Побольше таких вкусных овощей. Угу. И соус. Красота. Тра-та-та. Все, друзья. Вот такая вот вкуснота и красота у нас получилась за какие-то 20-30 минут. Тарелки пробовать. Кто подскажет в комментариях? Давай с твоей. Ну давай, сегодня с моей. И вот так вот, друзья, берем, дуем и наслаждаемся. Это очень вкусно. Кабачки остались аль денте. За соус это вообще нечего сказать. Это очень вкусно. Рассыпчатый рис, а все вместе гармонично, вкусно и просто. Сказал мой Сережка, что вкуснее кабачков он еще не ел. Привет, друзья! Делюсь и с вами этим рецептом. Молоденький кабачок нарезаю на кружочки, примерно пол-сантиметра, на глазик. Перекладываю в мисочку, солю, перемешиваю и оставляю. Пусть пустят сок. Я еще один. Пустят сок? Да, пусть пустят сок. Да. А я еще один подрежу, потому как нам этого будет мало. Реально вкусные кабачки. Вместо ж мяса едим. Ну да, Сережка. На гарнир подам молодой картофель. Я его посолю и добавлю специю. Куркуму. Картошечка получится желтая, красивенькая. Совсем чуть-чуть. Все, варим. Займусь остальными ингредиентами. В одной смешиваю пару столовых ложек панировочных сухарей и пару столовых ложек пшеничной муки. Все перемешиваю. В эту тарелку натру твердый сыр, любой, на мелкой терке. Достаточно, граммов 100-120. Ну и сейчас, друзья, хочу добавить специй. Сегодня у меня это будет сушеный чесночок, примерно пол-ложечки. Люблю сюда добавить мускатного ореха. Вчера у меня была паприка, а сегодня добавлю куркуму. Тоже будет очень вкусно. Ну и, конечно, базилик. Кабачки любят его. Сюда же перемешиваю сухие ингредиенты. Скажи класс, уже класс. И сюда же разбиваю несколько яиц. 2-3 штучки. Вот так. Оба. И снова все хорошо перемешиваю. Вот такая жижица у меня получилась. Яркая, красивая и ароматная. И вкусная. Ну что, сковородку на огонь. Растительное масло, так, чтобы покрыло дно. Как узнать, нагрелось ли масло в сковороде? Воды или нет? Да, Сережка, ты еще тот советчик. Нет, лопаточку ставим, бульбашки пошли. Значит, сковорода нагрелась. Поехали. Сейчас беру кабачок, окунаю в панировочных сухарях с мукой. Вот такой вот красавчик. Со всех сторон. И окунаю в яично-сырную смесь. Вот так вот, щедро. Вау, как красиво. Да, ну красиво, Сережка, мы же знаем, как оно вкусно. Все, выкладываю в разогретое маслице, пусть жарится. Ну а я продолжаю. Ты слышишь, как пахнет? Опа. Накрываю крышкой и жарю 3-4 минутки до румяной красивой корочки. Ну что, пришло время соуса. Для этого мне понадобится граммов 200 сметаны,
Сюда добавляю 1 столовую ложку укропной пасты. Ребят, ссылочку оставлю в описании. Летом делаю постоянно. Так вкусно получается. Также мне понадобится помидор. Друзья, поделюсь лайфхаком, как очистить его от кожицы. Тыльной стороной ножа с небольшим усилием надавливаю на кожицу и вот так вот по кругу прохожусь. Делаю надрез накрест и беру, тяну кожицу, посмотрите, и она очищается. Слазит просто. Да, просто слазит. Можно еще его потереть. Ну, как бы еще, конечно, зависит от сорта помидорки. Ой, помидорка. Еще ж помидорку нужно вкусную выбрать. Мне нужно убрать семечки. Я их потом куда-то, ребят, определю. Да просто съем. И эту мякоть нарезаю на меленький-меленький кубик. Если семечки оставить, соус будет очень жидким, он поплывет. Поэтому я рекомендую их убирать. Помидорки выкладываю в мисочку к сметане. Добавляю черный молотый перчик по вкусу. Обязательно щепотку сахара. Это усилит вкус помидорок. И, конечно же, соль. Я люблю его подавать к овощам, к любым овощам. Даже можно и салатик заправить таким соусом. Ну что, готово? Опа! Смотрим, что у нас здесь получилось. А у нас здесь получилась вот такая вот красота, ребят. Аккуратненько переворачиваю. Котлетки. Да, реальные котлеты. Да, а вкусно как. Ставьте лайк, друзья. Вытираю конденсат на крышке, чтобы он не скапывал. И снова накрываю. Ну что, ты готов? Та-да-да-да-та-дам! Посмотрите, какие они красивые. Как пампушечки, да? Выкладываю на тарелочку. Как вкусно пахнет. Опа. Оп. Какая картошечка желтенькая у меня получилась. Сколько тебе, Сережка? 3. 3. Вот так, тебе 3. И мне, любимой, 2 достаточно. Да. И тебе, Сережка, тоже кладу. И, друзья, разрежу и покажу вам, что же в серединке. А в серединке вот такое чудо. Да что там долго рассказывать, ребят. Вкусно, сочно, сырная корочка, ароматно, со специями. Вообще, очень люблю. А еще и соусом вот так вот. Угу. И мне в рот, пожалуйста. Побольше. И тебе в рот сразу, да. Чтоб ты... Все. У меня сегодня очень вкусная и простая закуска из кабачков. Поверьте, это очень просто и вкусно. Берем молоденькие кабачки и нарезаем примерно шириной 1 сантиметр. Вот так вот. У меня уже кипит вода. Здесь примерно 2 литра воды. Солю, щедро солю. 1 столовая ложка с горкой. Перемешиваю и выкладываю кабачки. Так, чтобы они полностью окунулись в воду. С момента закипания воды варим кабачки буквально 2 минуты, друзья, не больше. Они должны остаться аль денте. Я прямо время засекаю. Через 2 минуты сливаю воду. Посмотрите, какие они красивые. Но еще сырые, друзья. А я этим временем займусь заправкой. Мне нужно вот такой вот 1 красный крупный перец, который я нарежу на мелкий кубик. Перекладываю в подходящую мисочку. Конечно же, друзья, зелень, лето на дворе, хороший пучок петрушки, который нужно мелко-мелко нарубить. Она должна пустить хорошо сок. Продолжаем. Добавим острых ощущений чеснок. 4-5 зубков через пресс. Это класс. Угу. Немного соли, примерно пол чайной ложки. Сюда же красного острого перчика, половиночку чайной ложечки. Можно заменить на стручковый, но у меня нету сегодня. 50 миллилитров или граммов меда. Вместо сахара. Да, все. Отказываемся от сахара, едим только полезную натуральную еду. Лимон. Понадобится 2-3 столовые ложки. Можно использовать уксус, можно лимон, можно яблочный, что вам больше нравится, друзья. Главное, чтобы была кислота. Ой, класс. Все хорошо перемешиваем, и заправка готова. Поверьте, она очень вкусная, ароматная, такая приятно сладкая, кислая, с горчинкой, со остринкой, вернее, друзья. И в конце, друзья, для своего любимого мужа добавлю черный молотый перчик. Это по желанию. Любит он у меня такие душистые специи. Немножко подмешаю, и можно собирать закуску. Для этого беру какую-то форму, миску, что вам удобно. Выкладываю слой кабачков. Посмотрите, какие они
Заправка. Щедро выкладываю сверху. Снова кабачки. Снова щедро заправка. Можно прямо вот так вот. Оп. И хорошо распределяю. И еще, друзья, один интересный нюанс. Сковородку на огонь. Вливаю примерно 50-70 мл масла и нагреваю до легкого дымка. Когда масло нагрелось, прямо вот таким вот горячим, поливаю сверху эту всю красоту. Посмотрите, как оно шкварчит. Друзья, так и должно быть. Ой, какой аромат сразу. Класс. Накрываю крышкой, оставляю минут на 15 на столе, а затем в холодильник. Шедевр из кабачков. Да, и вот так вот, друзья, в прекрасный субботний вечер мы с Сережкой поработали хорошенечко, накрыли себе поляну и как раз и закусочка, кстати. Посмотрите, сочная, ароматная, кабачки остались хрустящими, кисло-сладенькими. Это очень вкусно, я в рот. Да, с кусочком мяса. У меня еще и соус есть, друзья, сама сделала. Придумала из того, что было в холодильнике. Ну что еще нужно, друзья, для полного счастья? Гармония в семье и мирное небо над головой. Сережка, ну что, ложи камеру и давай ужинать. Всем мирного неба и свободной, счастливой жизни. Кабачки какие вкусные. Еще хочу. И мне положи. Конечно же, видишь, я все себе, все себе.